Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на очень интересную тему, что внутри моей подруги. Вот, придумала я именно такое название, оно мне очень почему-то запало в душу. Вот сама придумала, сама обрадовалась. И мы с вами посмотрим, как относится к вам ваша подруга. То есть, да, нормальная это подруга или ненормальная, хорошая или нехорошая. Вы здесь можете загадывать хоть сколько своих подруг. Вот, только тут не обязательно только на одну гадать, да, то есть можно гадать на всех своих подруг, или, если у вас, конечно, их не больше 4. Если больше 4, что ж, у нас есть еще видео про подруг, и вы можете его найти у меня на канале и тоже посмотреть. Вот, в целом можно загадать там 1, 2, 3 или 4 своих подруги, да, и мы на Таро Властелин колец сейчас посмотрим. А что внутри вашей подруги по отношению к вам, что на самом деле? То есть нравитесь вы ей, не нравитесь, нормальная подруга, ненормальная, надоели вы ей или нет, или может быть она и не подруга вовсе. То есть вот такой план сегодня. Напоминаю, что те, кто смотрит расклад с самого начала, да, они получают послание Вселенной или высших сил, когда мы сдвигаем колоду. Итак, давайте сдвинем колоду 3 раза. Представьте, что вы сидите рядом со мной и что я гадаю вам, да. Итак, смотрим на дно колоды. Тут у нас, значит, вышла карта девятка, да, девятка, неправильно, я перевернула, 9 жезлов. Карта показывает, конечно же, что в скором времени вас ждет победа в каком-то вопросе, вы его буквально отстоите, этот вопрос, то есть вы на чем-то сейчас настаиваете, возможно, в жизни, и высшие силы говорят, что вы сможете достоять до самого конца, то есть донастаивать до того, что вы будете абсолютно правы, и победа за вами. То есть вот в этом суть этой карты. Хорошо. Итак, выкладываем 4 карты. А как вы относитесь к своей загаданной подруге? То есть вы по этой карте можете выбирать. Либо еще вариант, что вы загадываете просто подруг без каких-то бы то ни было обозначений, да. Все равно я буду смотреть ваши отношения, то есть какое-то там, подозреваете вы эту подругу, не подозреваете в чем бы то ни было, хорошо вы к ней относитесь или там что-то чувствуете не то. То есть все равно это будет видно по первой карте, то есть это ваше отношение к этому человеку, да. Первая позиция у нас вот такой камушек Корнелия. Вторая позиция у нас бычий глаз, такой камушек. Следующая, значит, 3-я позиция, вот такой кусочек нефрита. И 4-я позиция у нас будет, ай-яй-яй, коричневая яшма. Итак, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код, загадываем подруг, можно 1, можно 2, можно 3, можно 4, на разные позиции, да, и проверяем, а что внутри вашей подруги. И я надеюсь, что все выбрали, я убираю последние 3 позиции в сторону и оставляю только 1. Итак, что внутри подруги номер 1. Смотрим наш замечательный Корнелиан. Я его недавно купила, он такой прям хорошенький. По-моему, даже показывала видео, да, как я его выбирала. Вот. И, значит, как вы относитесь к этой подруге, которую вы здесь загадали, это 9 кубков. А значит, что вы считаете себя в ее присутствии счастливым человеком, находящимся в зоне комфорта. То есть вам с ней спокойно, хорошо, приятно. С этой подругой хочется и за столом посидеть, и поболтать. И даже можно помолчать, ничего страшного в этом не будет. Она такая вся какая-то домашняя, теплая, застольная, семейная, я не знаю. Получается, что вам кажется, со своей стороны, вы очень хорошо к ней относитесь. И рядом с ней вы себя чувствуете очень уютно.
То есть у нее такое есть свойство на вас влиять, в положительном ключе, что вы в ее присутствии ощущаете хорошую энергию. Хорошо, а что внутри вашей подруги по отношению к вам? То есть вы прям 9 кубков. Все неплохо, одни удовольствия, да? Радость, счастье, удовлетворение без напряга. Что она к вам ощущает? Та, которую вы здесь загадали. Она ощущает 5 жезлов. Наоборот, все. Она с вами в чем-то как будто бы соревнуется. Она испытывает чувство именно противоречия внутри. Она испытывает чувство как к сопернице по отношению к вам. В каком бы то ни было вопросе. То есть эта подруга считает, что вы постоянно противостоите друг другу, как будто бы вы сражаетесь, или как будто бы вы бежите 2 бегуна до финишной прямой, и кто же победит. В чем-то, может быть, конечно, это, например, там соревнование, там, кто лучше оденется, кто лучше купит там себе сумку, кто больше зарабатывает на своей работе, у кого муж лучше, или там парень. То есть в этом может быть суть. Кто быстрее там сделал себе брови, губы, ресницы, там ногти, понимаете? То есть в этом может быть суть соревнования. А может быть даже еще и в чем-то другом. Например, там она хочет вашего мужчину или еще что-то. Потому что 5 жезлов, карта такая, да? Она несколько взбудораженная всегда. То есть она часто, эта карта бывает даже агрессивной. И получается, внутри у вас совершенно противоположное мнение друг о друге. Ну, так выходит. Хорошо, давайте посмотрим, не делает ли она что-то вам за спиной плохого. Это подруга. Выпала карта колесо фортуны. Нет, она вам за спиной ничего плохого не делает. Но колесо, оно вращается. Вот как будто бы чем-то тут судьбой вы соединены. И она как будто понимает, что у вас какие-то кармические отношения друг с другом, что вас свела именно судьба. Что она с вами поделить не может? 6 колец показывает, что что-то из прошлого тянется уже очень давно, и она с вами поделить не может то, что было в прошлом. Ну, то есть, получается, это, может быть, дало там свои плоды, когда вы учились в школе, например, вместе, или в университете, или действительно парень какой-то общий, или еще что-то. Вспоминайте, потому что вот это вот соревнование, вот эта борьба начались давно в прошлом. То есть это имело место где-то, да, далеко, и, соответственно, послужило катализатором к тому, что она постоянно стала с вами мысленно соревноваться. Настоящая ли это для вас подруга или нет, на самом деле? Давайте посмотрим. То есть, а можно ли ее вообще подругой-то считать? Вышла карта «Тройка колец». В каком-то смысле да, если вдруг вы не подозреваете, что делите мужчину. То есть, если никакого мужчину вы делить априори не можете, тогда это ваша подруга, и все хорошо. Если вдруг тут может подмешиваться общий мужчина, или она может положить глаз на вашего мужа, вашего партнера, тогда все. Тогда это любовный, может быть, даже треугольник. Поэтому обязательно над этим хорошо задумайтесь. Вот, в принципе, 3 кубков, вернее, не 3 кубков, извиняюсь. 3 пентаклей, да, 3 колец, неплохая карта. Она показывает хорошую дружбу, только если нет 3-го лишнего. И также это может быть 3-я лишняя какая-то подруга, которая настраивает вашу подругу против вас. Поэтому, если 3-го лишнего никого нет, не подозреваете, то эта карта неплохая, 3 колец, да, 3 пентаклей. И она, конечно, показывает хороший союз. Вот. Здесь у нас, получается, карты такие неплохие выпали, да, все, кроме 5 жезлов. 5 жезлов, конечно, она дух противоречия, да, дух соревнования и дух даже какой-то агрессии. А в остальном, что 6 колец, что 3 колец хорошие карты, что колесо фортуны. И я считаю, что,
принципе, можно ее считать подругой, можно. Но я бы по поводу вот этой карты все равно держала как-то ухо востро. Если это просто там соревнование, кто лучше туфли купил, это ерунда, да. Но если это вдруг соревнование по поводу мужчины, это уже не ерунда. Ну, такая позиция номер 1. Хорошо, давайте пойдем дальше к позиции номер 2. Что внутри вашей подруги? Наш бычий глаз. И первая карта, как вы к ней относитесь, да? Даже просто можно проверить по этой карте. Опять вышла у нас 9 жезлов. Помните послание, да? И вот я перетасовала колоду, она все равно вылезла. Карта показывает, что вы как-то немножко ограждаться стали от этой подруги. Бывает, настаиваете на своем, в каком-то мнении с ней не согласны, стоите на своем, то есть я прав или там права и все. И получается, знаете как, что у вас уже есть некоторое противостояние, и у вас уже есть желание свое биополе оградить, энергетическое поле оградить от этой подруги или даже оградить свой дом там, да. То есть у вас уже есть от нее оборонительная позиция. Соответственно, раз такая вот происходит ерунда, значит, вы уже чувствуете к ней какую-то неприязнь. Я это так понимаю, что какая-то есть неприязнь. Или не во всем ей доверяете, потому что 9 жезлов всегда показывает вот как скрещенное все, да, скрещенные, видите, жезлы. Хорошо, а как она к вам относится, эта подруга, которую вы загадали? То есть вы-то к ней как-то вот так оборонительно. А как она к вам относится? Ну, королева жезлов. Понимаете, королева жезлов никогда не упустит своего. Она может быть хорошим другом, королева жезлов. Ну, кстати, карта показывает, возможно, вы с подругой на расстоянии находитесь, да? То есть вполне такое может быть. Потому что здесь уж она прям смотрит вдаль на корабли. То есть в каждой колоде все равно своя королева жезлов. Но она относится к вам неплохо. Честно говорю, неплохо. Она, да, она никогда своего не упускает. Она эгоистка, королева жезлов. Это правда. Но при всем своем себялюбии она все-таки относится к вам-то неплохо, конечно. У нее нет плохого к вам отношения, нет такого, чтобы она хотела от вас огородиться, но она чувствует расстояние между вами. Может, это расстояние, потому что вы в 9 жезлов вошли. А может быть такое, по сути, что, ну, физическое расстояние, что вы загадали кого-то, кто, ну, в другом месте совершенно живет. То есть мы же иногда дружим по переписке, по интернету, уезжаем куда-то, остаются друзья. Поэтому здесь да. Ну, давайте посмотрим, хорошо, раз она к вам в принципе неплохо относится. Настоящая ли это для вас подруга? 3 мечей. Вот смотрите, между вами есть какой-то тяжелый, предательский, невыясненный вопрос. Этот вопрос, хоть она к вам неплохо относится, стоит колом между вами. Что-то было такое в прошлом, что стереть уже нельзя. Вот, допустим, у меня есть подруга, которая однажды, когда нам было по 13 лет, обвинила меня в том, что я украла из ее пальто помаду. Я хорошо к этой подруге отношусь, очень хорошо, то есть много лет мы дружим, мне 37, ей тоже, естественно, и уже прошло 24 года после этого. Вот как ни крути, я это помню. Что ты со мной не делай, там, не знаю, ну, деменция, если начнется, может, я и забуду, но вряд ли, потому что при деменции помнят все самое старое, а самое новое забывают. Ну, то есть, сами понимаете, что я последнее забуду. Я и не сержусь, ничего, но и забыть нельзя. Я там не напоминаю себе про это постоянно и так далее. Там нет такого, что я не сплю по ночам и думаю, ага, там меня, когда мне было 13, обвинили, что я помаду украла. Нет, конечно. Нет, конечно, давно отпущено, все. Но и забыть это, в принципе, невозможно. Я же не беспамятный человек. Ну, то есть, вот она, 3 мечей, да, она может стоять колом всегда между людьми, хотя они друг к другу хорошо относятся. Вот. Ну, давайте еще карту здесь достанем, конечно, на пояснение. Тут у нас король мечей.
Вот у вас, конечно, не в помаде тут дело, а может быть, какой-то мужчина повлиял на то, что между вами есть очень грустный вопрос, который вот влияет на эту дружбу, в принципе, сквозь, там, не знаю, года, века там, и вряд ли это возможно забыть, например. Понимаете? Но это связано с каким-то королем мечей, возможно, с мужчиной или с каким-то очень строгим вопросом чести и совести. Вот. Паж колец говорит о том, что дружить вам стоит продолжать, что вы можете хорошо общаться, довольно открыто. Вы можете, если на расстоянии находитесь, перезваниваться, переписываться. Можете, если рядом находитесь, и встречаться периодически, и общаться, и сплетничать, и что угодно. Вот. Но между вами есть что-то такое не очень. Но это не значит, что ваша подруга вас подставит, предаст, там, не знаю, воткнет нож в спину, там, сделает гадость, изменит с вашим мужем или еще что-нибудь. Понимаете, ну нет такого ни порчи, ни сглаза, ни проклятий, ничего нет. Но между вами что-то просто есть такое вот прошлое, да, как я вам пример привела. То есть это может быть какая угодно там состарелая какашка, которую просто уже никаких обид нет, но ты просто не можешь взять и совсем забыть, ну там окончательно, да, это надо память тогда стереть, это ж нереально. Ну, вот такая позиция номер 2. Вот такая позиция номер 2. Так, а мы идем дальше. Так, камушки уберу в шкатулку. Позиция номер 3, наш нефрит. Итак, что внутри вашей подруги? И первая карта, а что внутри вас сначала смотрим. Как вы к ней относитесь, к этой подруге? Солнце. Солнце говорит о том, что вы, в принципе, можете очень хорошо относиться к вашей подруге и считать ее светлым, ярким, артистичным, гиперподвижным и требующим внимания человеком. То есть есть такие люди, которые в центре мира сего. Где бы она ни появилась, она старается перетянуть на себя внимание. Есть, да, общительные очень люди. Вот Солнце – это общительный человек, который везде всем старается светить буквально своими лучиками. Где бы она ни была, ее слишком много. Потому что Солнца много не бывает, да, как вы знаете, что, ну, в пустыне, если только вот. Ну, значит, может устроить вам пустыню Сахару и сжечь всех своими большими лучиками. Солнце, оно как дает жизни радость, так и может и действительно спалить кого угодно. Поэтому у вас четкое понимание, что подруга несколько эгоистична, несколько любит чересчур много внимания на себя, но относитесь вы к ней очень хорошо, как к светлому человеку, как к человеку, который может посмешить, который может дарить веселые, хорошие эмоции. То есть, в принципе, нормально относитесь, да, хорошо относитесь. Может, даже с любовью. То есть вы ей как бы, может, прощаете какие-то ее эгоистичные порывы. Хорошо, давайте посмотрим, а как она к вам относится. Как же она к вам относится? 4 мечей. 4 мечей говорит о том, что она на вас обижалась. Очень-очень сильно обижалась, но решила забыть этот момент и простить. То есть она приняла это решение. Уж не Скорпион ли ваша подруга, да? Ну, смотрите, карта показывает, что вы могли ее топтануть случайно, так, задеть копытцем, но при этом сами даже и не заметить, как вы ее обидели. Ну, там, ребенка ее с днем рождения не поздравили, например. Или, там, не знаю, мужа не заметили, что у него день рождения. Или еще чего-нибудь там, ее день рождения не заметили. Если ее день рождения не заметили, она бы еще до сих пор обижалась. Нет, ну, могли кого-то из родственников, там, ее, там, детей, там, не заметить день рождения, например, да, обидка какая-то была, но она прошла. А потом, значит, могли забить на ее какие-то к вам излияния души. Там, например, она что-то хотела для вас приятное сделать, а вы это как-то не оценили. Вот. Потом, ну что еще может быть? В разговоре не поддержали. То есть какая-то была обидка. И сейчас обидку уже забыли, она уже обтекла от нее. Но как-то, как будто бы чуть-чуть так помалкивает. Или как-то так пытается нейтрально к вам относиться. Не особо рвется общаться, может быть.
Давайте посмотрим, настоящая ли это для вас подруга. Двойка кубков. Ну, в принципе, да. Делить ей с вами особо нечего. И соперничать тоже особо не в чем. Поэтому это может быть вполне настоящая для вас подруга, которая вряд ли вас в чем-то подставит, потому что даже, может быть, и нечем подставлять. Вот. Никакой магии, никаких там злодеяний с ее стороны я, конечно, здесь не вижу. Тут жезлов показывает, что если бы вы проявили немножко хотя бы к ней инициативы, она бы уже была очень счастлива и общалась бы с вами по полной программе, приняла бы вас по десятке кубков в свою семью, в свой клан, там, в свою жизнь, облобызала бы там, да, и, ну, как бы вот такой человек. То есть абсолютно адекватно нормальный, только чуть-чуть гипертрофированное внимание на себя требует. То есть, да, это эгоистичный человек, да, это любит человек быть постоянно в лучах славы, но это элементарно, может, в жизни не хватает внимания вообще от всех. И вы знаете, начни вы общаться, поддержит на 100% и никогда не будет сопротивляться этому, будет радоваться каждому дню, как говорится, общения. То есть вот ну, такое противоречие есть в этом человеке, реально. Ну, бывают такие люди. Ничего страшного, они какие-то немножечко просто эти люди, ну, может, чуть-чуть поверхностные, понимаете? Не сильно глубокие, что ли. У них все как-то вот на лице обычно написано. Ну, вот такая позиция номер 3. Я здесь врага не вижу, конечно, особо. Врага не вижу. Так, смотрим дальше. Коричневая яшма. Что внутри вашей подруги? И первая карта. Как вы к ней относитесь? Королева кубков. Хорошо. Душевно прям. Ну, я бы сказала, что вы считаете, может, это ваша, например, лучшая подруга, самая красивая, самая замечательная. Ну, там, я тебя обожаю, там, ты моя подруга, да, вот так вот. То есть, прям очень хорошо можете относиться к такой подруге. По королеве кубков это лучшее общение, когда тебе, правда, интересно с человеком, да. И есть, правда, общие темы какие-то. У меня вот очень мало таких подруг, с кем были бы реально общие темы, например, там, по таро, по эзотерике, очень мало. Но если общаюсь с такой подругой, конечно, мне очень интересно. То есть у меня такая подруга есть, но всего там одна. А тут как будто бы вот тоже, знаете, вот как есть что-то, общие темы, какие-то хорошие, вот прям так, как у меня вот с одной подругой. И, конечно, это сразу так затрагивает, сразу так это интересно, все поддерживаешь, разговор, все. И я бы ее тоже, допустим, считала королевой кубков. Поэтому здесь у вас какое-то очень хорошее к ней отношение, да? Что она вам сама как личность, наверное, интересна. Хорошо, а как она к вам относится? Четверка кубков. Ну, четверка кубков, она показывает игнорирование на самом деле. Игнорирование. Сейчас как будто бы эта подруга несколько не озабочена вашими общими делами, дружбой, переключилась на другую какую-то тему совершенно в своей жизни, важную для нее. И, соответственно, у нее какие-то свои дела, проблемы или депрессия. И она в этой депрессии, может быть, немножечко погрязла. Если вы заметили, что подруга в последнее время не общается, вот она четверка кубков, да. То есть тут есть какой-то момент такого нейтрального и, скорее, сниженного отношения. То есть, наоборот, у нее мало к вам интереса, у вас к ней многовато. Хорошо. А настоящая это подруга для вас или нет? Десятка колец. Да, однозначно, в принципе, настоящая. Я бы сказала, что она вас считает как будто, может, как родственника своего или как, ну, человека, чуть ли не член семьи, вот так. А давайте посмотрим, не было ли у нее когда-то желание творить вам зло. Пятерка мечей. Было. Было. Интересно. То есть она вас считает, с одной стороны, вроде как чуть ли не член семьи, а с другой стороны, у нее было желание сделать вам что-то плохое. То есть она на вас буквально не просто как-то, а злилась. И хотела отомстить. А в чем была проблема?
Рыцарь колец, мужчине проблема. Из-за мужчины что-то было. Но это не то, что вот выделили мужика, там не обязательно. Почему? Ну, может такое быть, но не обязательно. Может, кто-то что-то сказал нехорошее, как мужского пола, да, мужчина что-то сказал нехорошее. Там про вас просплетничал, например. Может быть, что-то с работой связано. По рыцарю колец, это же рыцарь пентаклей. Может быть, у вас был какой-то спорный общий рабочий вопрос. Может, вы с ней даже конкурировали по работе. То есть, понимаете, какой-то был момент такой в прошлом, что она хотела даже вам зла и могла мстить. Но это было связано с рыцарем пентаклей, да? С рыцарем колец. И это либо работа, либо мужчина. Все-таки. Ну, а сейчас она желает вам зла, интересно? Девятка мечей. Она себя обвиняет за то, что она тогда пожелала вам зла. То есть у нее есть чувство вины за это. Она вас считает каким-то хорошим в своей жизни человеком, чуть ли не семьей. Все это, да. Но у нее был период, когда она вам хотела вплоть до того, что отомстить, и очень злилась. И, соответственно, сейчас она испытывает за это просто вину. Раскаивается очень сильно. Переживает из-за этого периодически. А вообще у нее сейчас несколько еще и другие проблемы. То есть она еще и пытается их разгрести. Может, ей какая-то обратка, да, прилетает из-за того, что она вот такая импульсивная и может кому-то раз и пожелать зла. Просто потому что. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.